Всем привет, ребят! Мы продолжаем проходить Elden Ring. Добрался до болот, идем на восток, будем зачищать карту. В принципе, так-то что, я ее открыл. Открыл карту. Там только надо все проверить, все осмотреть и так далее. Может быть, что-то интересное найдется, может даже боссы попадутся. Не может быть, а скорее всего попадутся боссы. Ну и что, в принципе, подкачал еще чуть-чуть мудрости, немножко интеллекта. Посох новый еще надыбал. Это чисто для этих, для камешков. Вот этот метод у нас посох для метеоритов, а вот этот для подобных заклинаний типа комета, быстрый камень и так далее. Так, ну вот чего, поехали. Да, наверное, мы болото все проедем. А? В принципе, с него выход, ну как бы выходов с него немного. И потом вот сюда двигаться. Туда вообще не попасть, потому что тут бой с боссом Раданом. Ну и потом вот здесь вот можно посуетиться, а там посмотрим. Ладно. Давай, повнимательнее изучаем болото. А то я тут как-то, ну, в основном так чисто пробегал. Давай, наверное, вот сюда вот, к этим руинам подойдем. Посмотрим, чем порадует. Угу. Клинмарики тут. Возможно. Руины. Ага, руины мудрецов. Возможно, что-то будет тут... или босс какой. Вот, тихо. Эти ребята травят. Блин, цветочки тут, короче, все вместе. Второй раз попадет, буду отравлен. Нормально. Вон там уже стоит товарищ. Здорово, Барт. Так, главное, второй раз не попасть. Спасибо за лайкос. Так, ну давай, наверное, слезем. Цветок ядовитый. В принципе, ничего такого особенного не дает. Ладно, ну я хотя бы буду спокоен о том, что я тут все обошел и ничего нигде не пропустил. Потому что вот именно в этом болоте я как раз нашел этот метеоритный посох и довольно-таки мощное заклинание. К тому же мобы тут тихо. Вроде как особо нет. Главное, близко к ним не подходить. Нормально. Буквально каждому пару ударов. Ну, надо думать. В принципе, у меня маг там какого-то 70-го в итоге получился. Но это пришлось пофармить. Я и сейчас периодически, если вижу там, допустим, какая-то большая сумма собралась по рунам, добивая уровень, поднимаю потихоньку. То инту подниму, то... Ага, я тут уже был. Ок. То интеллект подниму, то мудрость. Все равно урон растет. Накапливаем жир, так сказать. Скоро боссы, наверное, пойдут серьезные. Так что это пригодится. Так, ну, в
В принципе, вот это дело я прошел. Так, ну, я не знаю, стоит ли вообще валить этих цветочки. В принципе, о них тут ничего полезного нету, можно и так пройти. Не будем на них заострять внимание. Не принципиально. Тоже ничего особенного. В принципе, на болотах я смотрю, то, что как-то особо это не балуют лутом. А может быть, я уже большую часть собрал, то что... На, это заковыряем. Что дают? Нет. Ничего. Можно попробовать, в принципе, прямо вот в центр. Ломануть. Да? О. Благодать. Давай, наверное, посидим, да? Че лишний раз тратить фляги и так далее. У нас вон там какие-то товарищи ходят. Блин. Хотел коня позвать. Бахнул флягу. Так, чтобы поточнее. Короче говоря, я, по-моему, вот здесь, да, все пробежал. Сейчас я нахожусь в центре. А, я думал, это чел стоит. Но нет. И это даже ничего. Кто такой? Это босс. Командир О'Нил. Так, командир О'Нил. Ну давай быстрее. Комет. Понятно. Ничего, сейчас заковыряем. Здорово, Люк. Сегодня без чата. У нас западный бабайка утащил из-за санкций чат, точнее попугайчика, который его озвучивает, и лишил меня онлайна в этой игре. Хорошо, хоть вообще не забрали. Бабки возвращают. За покупку Elden Ring, по-моему, если ты 50 часов не наиграл. 50 часов, короче, еще какая-то там у них мулька. Так, комета это, наверное, хорошо, но давай мы, наверное, воспользуемся посохом. Давай коня. Все-таки вот эта метеоритная штука у меня как раз побольше сносит. Плюс она наводящая. Босс со мной еще драться даже не начал, я ему половину сшиб уже. Бля, это ваншот. Почти. Главное контролить фляги. Фляги, ман. Ямба. Побольше надо расстояние. Всё, хана. Эстуса нет. Да, в среду выйду. Блин, как быть-то? Может этих гавриков перещелкать? Что-то они какие-то напряженные.
А он, наверное, кастанет их обратно. Да, меня завалил. Хер его знает. Сейчас посмотрим. В принципе, можно его мелким камешком этим заковырять. Так, давай вот так. Изменим тактику. Быстрый. Вот великий осколок. Давай, коня. Не достает. Ну как, достает, но такое себе. Ну-ка, вот этих вот. Больше всего мешаются, наверное, эти друзья его. Надеюсь, он еще раз их не скастует. Вообще без понятия, где босс находится. Рядом. Ну, естественно, он будет за тобой. Так, ну чё? Слушай, ну он не призывает других. Вот так вот его подковыривать. Нормально будет. Главное уходить вовремя. Не успел. Сука. Короче, этих ребят сначала надо выносить. Потом все остальное. Он к себе не дает подойти. Слишком много народу на поле. Вариант можно, конечно, Олежу скастовать. И, кстати, Олега тоже маленько прокачал. Пришлось по карте, по-моему, побегать, поискать эти призрачные ландыши. Так, ну уже проще. Давай так попробуем. Да, долго кастуем. Пошел ты. Хорош, нормально прилетело ему. Он аж на колено подсел. Ну постоянно спрыгивает, это бесит. Ну, мужиков кастанул. Ну точно. Ай, блин. Так, контроль, да бля. Тут потому что боссов, Илюха, до хрена. Вот я тебе что скажу. Там, по-моему, 89 боссов. Ты куда ни плюнь, тут или дракон, или босс. То есть, если в предыдущих играх от промов было там, не знаю, по одному, по два дракона максимум. Тут их, по-моему, 6 я насчитал. Или 8. Что-то такое. Плюс еще просто вот на каждом
чуть ли не квадратном метре босс. Заходишь в какой-нибудь катакомб, босс, пещера, босс, пожалуйста. Плюс еще, причем они это как довольно-таки местами непростые. Ну, тут от прокачки зависит. Смотря во что ты вложился, короче. Там еще кто-то шарохается. Блин, не знаю, может не париться, или не переключаться. Опять спрыгнул, да твою маковку. Стик чувствительный на геймпаде, и он, короче, когда ты прожимаешь вперед просто, он спрыгивает еще и с лошади. Так, не на босса мы смотрим. Так, давай теперь ему наваливать. Тихо. Я прям видел, как он меня перед носом махнул. Где эта сволочь? Иди сюда. Раз. Два. Все, топим. Там свои шуры-муры кастуют. Я так и знал, что в центре вот этого дерева здоровенного в болоте кто-то будет точно сидеть. Стрей. Не успел. Ого, полечимся. В принципе, хорошее окно, когда он что-то бывает вокруг себя какие-то вихли кастует. Так, челики пошли в ход. Давай, бегу. Так, а эти уже с топорами. Эти ребята пожестче. Блять. Ну все, это ваншот. Вот уроды, а? А буквально-то ему осталось 3 раза, блин, метеоритом бахнуть, и все, он покойник. Слушай, давай вообще, наверное, это выложить. Блять. Взял лишнюю флягу бах. Где костер? Теперь попробую найти его. А? Короче, Склифосовский. Вот это дело выкладываем. Как раз. Два удара. Охеренный моб вообще. С копыт просто. Чтобы побыстрее просто между посохами переключаться. Там. Угу. В принципе, что еще? Можно лишние заклинания убрать. Надо-то всего 2. Так, вот это убираем. Комету. И вот это. Все, мне по идее за глаза вообще. Давай, лошадка. То есть мелочь, короче, будем разваливать вот этим вот быстрым заклинанием.
Вот уже. Косарик снес по каунту. Друзей искал. Тихо. По-моему, у нас тут больше никого, да? Только вот эти двое. Да не на босса, ты смотри. Хорош. Кастуем. Сегодня мы с тобой кастуем. Хорош. Вот это заклинание хорошо смотрит, но только если у тебя посох метеоритный поставлен. То есть каждый посох для каждого заклинания. Ну, не прямо для каждого заклинания. Смотря чем ты бьешься, допустим. Если у тебя метеориты фиолетовые, заклинания состоят, то лучше типа посох метеоритный, он побольше урона наносит. Так, оп, переключаемся. Кто первей? По идее, они должны добежать. Опять спрыгнул. Твою маковку. Он что-то еще кого-то зовет? Ты че, мужик? Раз, два. Оп. Ну, мобы всегда быстрее бегут. Блин, цель не поймал. Наверное, не долетит. Да. Так, давай, ну разок тебе бахнуть. Два даже, да? Ну, 3. Надеюсь, он ничего кастовать не будет больше. Сверхъестественного такого. До свидания. Ага. Что дают? 12 тысяч. Ну такое себе. Стандарт команды еще. Короче, этот. Игла из чистого золота. Короче, топорик его дали и иголку, чтобы шмотки менять. Ясно, спасибо. Были бы шмотки хоть какие-то, ну, чтобы приличные, так сказать, одеть. Но броня, конечно, это далеко не важная. Неважный аспект, но хотелось бы покрасивше, чтобы у тебя персонаж-то выглядел. Ты на него смотришь просто часами, я не знаю. Но вот эта вот башка, конечно, но с какими-то тряпками такое себе удовольствие. Щит прикольный, ну такой. Пойдет. Вот. Посох еще нормас как-то. Но вот эти вот лохмотья. Башка, вот я не могу себе другую шляпу поменять. Потому что вот эта вот голова дает плюс 5 к интеллекту. Не к интеллекту, к мудрости. И отсюда я могу очень много интересного. Очень много интересного дамага наносить. Ну, что с головой персонажа? Я говорю, то, что этот, так, быстрый осколок. Комету поставь. Обратно. Вернем. Так, подожди. И давай, наверное, красную гниль. На тот случай, если меня траванут в этом... А, не то. Вот это. Красная гниль, короче, она лечит. Замедляет накопление яда, красной гнили, лечит заклинателя. Эта штука тут пригодится. С башкой персонажа, да, в принципе, видишь, что, как бы, оставить-то есть что, но я тогда теряю в статусах. Есть вон башка волка там и так далее, но немного того, что полезно.
Вот этого босса на прошлом стриме завалил, мудрости не добавляет. Вот самое топовое. Вот это самая топовая башка, короче. Самый топовый шлем. Вон, просто мудрости 67. А остальное вот просто, ну, сколько у меня прокачанного есть, то и стоит. Так что приходится это вот... Это не разнообразие, чувак. Это не разнообразие далеко. По сравнению с третьим Dark Souls вообще нет. И рядом не валялось. Потом, может быть, дадут побольше всякой херни. Интересно. Пока так. Так, в середине, значит, я был. Давай-ка мы, наверное, вот здесь вот по краешку пробежим. Раз, два, и потом двинем мы вот сюда. Карта просто огромная. Вот здесь. Это я еще до конца не обошел. Вот тут, тут наверх, вот тут полуостров вот такой здоровый идет. Плюс еще подземные туннели. Че ты не можешь в такие игры играть? Ты попробуй. Там главное приучиться и знать, что качать. Здорово, тостер, попугай того этого, у нас бабайка западный забрал. И заодно теперь нельзя онлайн лобать. Чем я об этом, то что у нас оказывается. Кстати, деньги за этот, как я же эту пробу с попугайчиком покупал, деньги за это не вернули. Да, наверное, вряд ли вернут. А, что лежит? Бабочка. Спасибо. Так, вот эти хлопцы, интересно, как их? Угу. Сука, ну они демоны лютые, конечно. Но ничего. Короче, программу для чата, которая с озвучкой идет, я покупал в Steam. Сегодня она не работает. Ну и что, я в кого-нибудь попаду, нет? Понятно. Пошли вы в жопу. Вот, и онлайн, короче, тоже не подключается в Elden Ring. Ну хорошо, что не забрали. Вот хотя бы. Там, по-моему, сейчас забирают эту игру. И не факт, что возвращают бабки, если ты меньше 50 часов не наиграл в нее. И, по-моему, если купил ее типа 2 недели или месяц назад. Короче, вот такие какие-то условия. Ну, чат на моник, но еще, в принципе, чат тоже в правом углу экрана тоже, почему бы и нет, чтобы люди, так сказать, смотрели в развернутом окошке. Пепел войны, отравляющий туман. Спасибо, не надо. Пепел войны это чисто вот для этих, для мечей и так далее. Так. Ну и все, да, я так понимаю. Да, у меня третья еще есть. По-моему, я все болото обскакал. Короче, если быстро получится проскакать. Ага, карта не вызывается. Значит, враги рядом. Если быстренько получится вот это вот дело пройти, вот это вот и вот это за сегодня. Там потому что делать нечего. Вот здесь. Тут у меня место для фарма. Точки. Вот. Мы пойдем на Радана. Радан это у нас 3-й сюжетный босс. Здоровенный мужик. На маленьком таком ишаке, короче, он у него прям между ног помещается, как член у него там болтается. Забавный хер. В
в основном ваншотит, и там еще можно призывать куча мобов, которые тебе в течение игры повстречались, там ему придется всей деревней ковырять. На него летит человек 5, он от них там отбивается и пытается тебя дамажить. Но там потом он весело начинает действовать. В комету превращается, просто выносит всю толпу. И поднимаешь их, короче, в общем, угарный чувак. Придется на нем пострадать сегодня, если я успею, естественно. Нет, так на потом отложим. Но я обязательно это дело вам покажу. В принципе, если долго на мобах не сидеть, то чё? Чё бы не пройти тогда на радар? Здрасте. Кто такой? А ну выходи биться. Пенсы, да? Чё, мужик? Ты больной? Дело. Так. Ой, я думал, а чё кто-то скачет на меня. Блин, а я эту штуку лечилку-то убрал. Придется эту собаку. По-моему, там какой-то дракон. А, я там, да. Давай смотрим, что тут есть. Справочник апостола древнего дракона. А мне нужны свитки, короче говоря. Свитки, которые можно магичке отдать, и она тебе новые заклинания бацает. Там есть такой меч прикольный. Ты его из посоха кастуешь, он становится таким синим, короче, и каждый взмах меча у тебя чуть-чуть манны отрезает. Но дело клевое, конечно. Он прям просто обычный двуручный быстрый меч, короче, у тебя получается за счет манны. И он прям дамажит, что дурной. Пока у меня есть такой же, только двуручный. У него прям большие взмахи такие. Долгие замахи будут. Короче, если у тебя есть посох в этой игре, то у тебя есть и мечи, и щит, короче, ты можешь себе забацать. То есть усилить, наложить, короче говоря, какой-то каст, короче, у тебя щит становится куда прочнее, чем был. Так что магия тут имба. Как ни крути. Но, в принципе, это очень хорошо помогает, то, что ты такую объемную игру хотя бы не будешь тратить 10 миллионов часов проходя. Потому что она действительно здоровенная. Вот просто если в каждый закуток вот так вот любопытно заглядывать, это 100-200 часов примерно, я думаю. Если не больше. А если ты милишник с не очень хорошим скиллом, как у меня, допустим, то пиши пропало. О, понятно. Блин, а че я великими скобками их долбаю? Надо быстрыми. Чик-чик. Блин, опять переключил. Че, давай, подходи по одному. До свидания. А если у тебя просто меч, вот ты будешь бегать, тут кувыркаться. И все. А тут даже с коня можно не сказать. Опа. Степа. Не ожидали, да? А вот и ожидали. Ну и чё? А у нас Халк. Он же, блин, эту скалу сломал.
Мне можно, ты горбатый. Ну да, я думаю, так возможно. По крайней мере, в этой игре. Но Bloodborne, кстати, тоже что-то получается. Я не знаю, может быть, на начальных этапах. Слеза личинки, слушай. Это у нас еще один повод, чтобы, если что, можно будет респектнуться. То есть взять и... Так. Чик-чик. Давай опять быстрый. Да быстрый ты, блин. Серьезно, на нем цель стоит, а он меня куда-то в сторону швыряет. Я не знаю, может быть, конечно, если у тебя там какой-нибудь очень крутой меч и очень хорошая прокачка, знаешь, там у тебя силы, допустим, 80. Может быть, даже и милишникам тут вполне можно себя комфортно чувствовать. Но пока онлайн работал и забавы ради таких мелких боссов мы с челиками пока мы, короче, с челиками, я призывал их, и мы убивали всяких боссов, мелких с катакомб и так далее, короче. Вот. Я смотрю, что милишники прям это... Он на него летит, на милишника, а я в стороне стою себе, покастовываю, и я просто сношу вообще. То есть, пока чел отвлекает внимание на себя, я этого босса просто со спины заковыриваю, ну, не знаю, с 5-7 ударов, где-то так. Bloodborne на канале будет. Ну да, я еще, кстати, вовремя Bloodborne успел купить. Повезло в этом плане. Карта захвата — дело хорошее. Так. Если вот сюда ломануть, что там? Здрасте, Настя. Слушай, ну это небольшой, по-моему, дракон. Вот о чем я говорю, то что на каждом квадратном метре тебя может такой пиздец ждать. А нет, слушай, долетает. Гниющий Экзикес. Так, гниющий Экзикес. Иди-ка сюда поближе. Что-то долетает. Но я не хочу туда спускаться. Я так пока стою. Ах ты, падла. А он вырубился. Сейчас главное на этот пригорочек также встать, пользуя комету. Наваливать этому товарищу. Потому что шарики — это, конечно, клево, но комета летит дальше. Недолго, недалеко, да, я, короче, отсюда ушел. Ну да. Да, вот он. Нихера он там, как этот, как он. Как Магуай сложился. Так, где моя? Как говорили, имба. Ни хрена это не имба. Хоть закачайся. Че, и тоже не долетает? Ну вот. Печалька. Ну, что-то думать. Ну-ка, поближе. Ну, камон, чувак. Совершенно не хочет урон принимать.
Вот так. А, вот так до нас доходит, да? Так, тихо, тихо, тихо. Плавали, знаем. А, вырубился? Тобі пизда. Вот смотри, как ты куски от него отрываешь. Лютая хрень. Быстрей, да вали ты оттуда, ну. 5. Я запнулся в камнях. А этой гниде осталось жить 2 секунды вообще. Сейчас я его заковыряю. Главное встать удобно. Где он? Где-то тут. Надо было на лошади вот так прыжок сделать и все. Он бы не достал меня с этой херней этой. Так, давай, вот сюда. Как на горке, на пригорке стоят 33 и горки. Сейчас мы тут ему навешаем. О, да? Вот так. Давай. Давай, поближе, поближе, смелее. Комета вообще, короче, ну, на него не канает. А вот с этой штуки ему долага прилетает. О, по 2600, 1800. Ай-яй-яй, я не то выпил. Стой, 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 ну вали, 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 вали быстрее. Красная гниль. Когда он взмахивает посохом, начинает кастовать эту штуку, персонаж неподвижен. С кометой попроще. Когда у тебя он кастует комету, она кастуется быстро, но этот как его, персонаж может двигаться не быстро, но тем не менее. Примерно с такой же скоростью, когда он флягу пьет. То есть еще как-то он подвижен, хоть как-то. Но когда он вызывает метеориты, она. Кто там? А, это дурачок это. Придется его убить. Я чуть не укачал. Так, комета, да, метеорит. Вот, погнали. Просто лучше почему с коня не слезать, ты чуть выше становишься. Будешь стоять, он тебя закопает. Здрасте. Шарики самонаводящиеся. Нормально. Да, тихо, главное не свалиться. Давай. Я его в башку хочу, чтобы прилетало. Вот так вот, на 3000. Как тебе такое? Блин, лишнего прям удобно. Тихо, 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 тихо. Красная гниль ваншотит. Я не успею просто... Сколько тут дают тебе? Секунды 3 вообще. Я не успею скастовать, короче говоря, заклинание с вот это вот. Чтобы от красной гнили вылечиться. Надо удирать. Где он?
А, ну пусть гуляет, короче. Вот это вот. Как там? Красное, что-то там. А, пламя, очисти меня от скверны. Это вот. Говно бы скастовать успеть. Тогда нормаш. Оно типа от всего лечит. А так, увы, надо убегать. Причем вот туда, куда-то. Причем я его даже не вижу. Но шарики подлетают. Так, все, валим. Красный огонь. Ну, почти, ну, блядь. Как далеко убегать-то надо, я не знаю. К церкви, что ли, валить? Причаститься над этой херней. В принципе, есть идейка заранее это заклинание заюзить, может быть, оно какое-то время действует. Но этого только можно заковырять, вообще без проблем. Надо только не попасться на его вот этот красный гниль. Что он выпустит. Вот тусовался бы так. Вот в башку надо. В голову этими метеоритами хорошо прилетает. Это уже, по-моему, какой там? Третий дракон. Тихо. Красное дерьмо. Угу. Все. Погодим. Сейчас он пробудится, и мы его добьем. Все, оп. Я готов. Вот. А, это плохо дело. До этого он не догадался сюда подниматься. Вот и падай. -то. А он застрял походу. Да, но он подзастрял, короче. Ничего, мы ему по пятикаточке подшибаем. Я убудем. Давай, 2 раза ему, внутри от силы. Бах. До свидания, дракон. Тихо. Гниль успел кастануть. Все, 38 тысяч до дракона. Вау! Пошел ты. В храме дракона причастия появилась новая драконья сила. Я не знаю, где это драконье причастие, я пока не встречал. Ну, одним драконом меньше. По-моему, если не ошибаюсь, в этой округе где-то дракона 4. Только здесь, вот на этом полуострове. Так, давай-ка на единичку, да, мы сейчас слетаем, потом где-нибудь здесь еще посмотрим и наверх пойдем. Вот здесь вот дракона 2 должно быть. Может быть 3. Изи катка. Ну сколько я? Раза 4, наверное, сбегал, да, 5, наверное. Все зависит от дамага, как ты ему, ну, как он урон у тебя впитывает. Вот это вот заклинание метеоритное, оно, во-первых, занимает не очень много и вышибает, будь здоров. Но это опять же, если у тебя вот этот именно посох. Пробовал менять посохи местами. Короче, это зависит.
Заклинания хуже начинают работать. Но если лупить вот этими быстрыми, тогда вот только такой посох. Иначе никак. А вот у нас есть, да? Благодать. Так. Я там даже пожалуй присяду. По-моему, у меня 2 фляг не хватит. Но, в принципе, если разматывать прям полчища врагов, то фляги все восстанавливаются. Ну, либо жуков, скажем. Угу. Ну, тут я уже был. Давай как-то вот так сходим, а потом на двойку пойдем. Метку убираю. Да, вот там. Ну, там, наверное, ничего нет. Тут в основном я смотрю, короче говоря, равнины и никаких этих. А, ну я тут был. Все понятно. Пещерок маловато. По-моему, 1 или 3, что ли. На всю вот эту вот красную локацию. Угу. Там у нас обелиск. Чтобы карту открыть. Бля, вот эти вороны жесткие вообще. Они бешеные. Ну, вполне выносящие. И вот эти вот товарищи на этих, на тираннозавров похожи. Тоже вырубают. Игнорим, короче, да? Я думаю, ну что тут делать? А, ну да, к тому же я там везде уже был. Я просто по-быстрому вот этот курган, не курган, а вот этот вот участок проскакать, чтобы уже конкретно на Роданову ломануть. Тут осталось кривая треснувшая слеза. Не знаю, это какой-то ключевой, кстати, предмет. Стойте, вороны с ними долбаться. За них дают там что-то пятихатку, а она тебе весь мозг нахер выдолбит. Еще не ваншотят. Блин. Отлично. Да. Нет. 54 тысячи к тому же, придется забирать, что делать. Как-то удирать от этих ворон. Я не хочу просто с ними ковыряться. Они, как правило, 2-3 нападают одновременно, и тебе 1 ворона сносит весь щит, хоть ты как там, хоть закрывайся. А 2 у тебя просто выебывает все здоровье 2 быстрыми этими дюбалками, короче. 2 раза тебя клюнет, и все, ты труба приходит. Так, где душ? Душ. Угу. Подожди. Точнее. Возле двойки. Темпе надо поднимать душонки. У нас ну как раз они, блин, сидят 2 вороны, как раз, по-моему, там, где у меня души валяются. Сбежал, блядь. А вот у меня души. Давай так. Все, и по бырику. Нахер оттуда. К этому торговцу я подходил, ничего там интересного у меня нету. Так, и все. Тут, короче, получается обрыв. Тут ничего не сделать. Да? Проверим. Где он? Там стенка, походу. Ну да, да, да. Я прям смотрю на вот эту вот башню. Подожди. Ну-ка, давай вот так попробуем их обойти, этих ворон.
Угу. Ну я тут был, ну давай к краю к самому подойду. Я думал, мужик какой-то стоит. С таким, короче, этим. С таким мечом, как раньше было модно бумбоксы таскать на плече. Ну вот тут вот мы будем с Роданом мочиться. Вот на том пятаке. Короче, чё? Да, говори мне еще. Ворота сели, и прям через них можно сквозануть примерно вот в эту точку. Так, это заявочка на пиздюляж? Ни хрена он дурак. Кастрюлями кидается псих. До свидания. Ну, прямо на единичку и попрем, короче говоря. Вперед все. Там надо будет постараться заковырять парочку драконов, и потом можно уже идти порты ковырять с этим. Здрасте. Привяз? Нет, нет. Ну? — 2000 дамага он наносит. Вот если кометой прям пользоваться. А если переключить посох, там не больше 1300, по-моему. Как-то так вот он вышибает. А. О, какое счастье, что ты здесь. Я Гоури, великий мудрец, по крайней мере раньше был. У меня есть дело, я как раз ждал кого-нибудь из погасших. Желательно молодого и крепкого, ведь не каждому под силу пересечь Ионии, алое болото. Коли примешь предложение, я открою тебе тайну Селии, города, что виднеется вдали. Ну давай. Ну что, не оставишь меня наедине с бедой? Помоги мне исцелить одну девушку. Ее зовут Мелисента. Найдешь ее в окрестностях Селии. Отдыхать в храме на вершине утеса. Бедняжка хода. Вершина Селии. Ну, подожди. Ну ты, мужик, и сказал. Ну это реально как иголку в стоге сена. Где она там может отдыхать? Уган, лачуга. Может, рядышком где-то? Подножье лестницы Селии. Ну-ка еще раз. Здесь я подробно описал тайны Селии. Возьми это твое. Если мне искать даже ничего, я уже что-то нашел. А теперь позволь мне взглянуть на иглу. Это настоящее чудо. Работа истинного мастера, искусственного и смелого творца, который стремится ухватить смысл жизни. Дашь мне время поработать над иглой? Вещица-то добротная, но толку от нее сейчас никакого. Дашь мне время? Ничего надо, мужик. Как вариант, типа... Ну, как раз вот через город магии сейчас пойдем. А потом наверх. То, что я хотел как раз изучить. Вот этот город магии, он не очень большой, но все равно там побегать придется. И там, короче говоря, попробовать еще раз к мужику, что ли, портануться. Я не знаю, может быть, ему типа время надо. Я должен типа подождать немножко. Чтобы он там что-то с иглой замутил. Я знаю, какой-то квест странный. Ну тут вообще, по идее, квесты странные. Некоторые без гайдов вообще не пройдешь. То есть самому допетрить это нереально. Там нужно, короче, через полкарты лететь, там какую-нибудь куклу взять. Потом на пьедестал что-то поставить. У тебя
замок перевернется вверх тормашками, и потом эта кукла какую-то там охеренную сущность обретает, короче. И потом ты эту куклу можешь сплавить какой-то тетке, чтобы там еще кого-то активировать, какого-то NPC там. Потом носишься как сумасшедший. Короче говоря, некоторые квесты тут очень неочевидно сделаны. Приходится, ну, придется, я не знаю, прям. Это Миядзаки, так сказать. Прям придется некоторые квесты, я не знаю, либо по гайдам мне проходить, либо просто на них подзабить и лупить от души, что есть. Падла, все равно, да, кастанул. Придется к костру возвращаться. Они сейчас будут у меня сносить. Мне надо ставить, короче говоря. Ну давай отсюда прям. Красного мужика. Надо молитвами пользоваться помимо магии. К сожалению. Потому что у нас эти ребята. Почему у меня перегруз? Я же вроде ничего не одевал. Интересно. Вот эту штуку надо в любом случае. У нас эти товарищи, потому что дамажат. Через щит, как бы ты ни это старался. Почему он у меня крутиться перестал нормально? Ни хера не понимаю. Ладно. Тогда убираем этот пост. 37-49. По какой-то неизвестной причине, короче, он перестал крутиться нормально. Возьму туда метеорит. Ничего страшного. Все. Урок не нарушен, ну ладно. Так, в какую сторону пойти? Да. Сейчас заодно и квест с этим мужиком проверим. Он время просил. Да. Так, там ворон, идите в очко. Я помню. В принципе, если по дороге скакать, то они не агрятся. Так вот, в этом городе до хрена магов, которые дамажат через щит. И мне по-любому надо подхил. Помимо этих, у меня просто эстуса не хватит лечиться. Поэтому нужно, так сказать, здоровье черпать из манны. Как вариант, можно, конечно, 2 клинка достать и так их рубить, но они в основном дальнобойные у нас, ребята. Собака. Там. Там. 1200. Но если другой посох таскать, то... Кстати, у нас одежда одинаковая. Я ждал твоего возвращения. Игла готова. Уверен, теперь она поможет побороть хворь. Не отнесешь ее девушке по имени Мелисента. Я щедро тебя отблагодарю. Она отдыхает в храме на вершине утеса сразу за Селией, городом, что виднеется вдали. О ней заботится всякий сброд, безмозглые паразиты, которые поклоняются ей, точнее недугу, как божеству. Какая печальная судьба, бедная девочка, ей все это совершенно не нужно. Так, ну тёлка у нас, значит, по-любому тут. Гадалки не ходи.
Селия город магии, правильно? Да, Селия город магии. Она где-то на утесе там, да? Что-то он говорил такое. Так, ну слезай. Вот эти как близнецы. Только мое конфу круче, чем его. Надо где-то эту соску искать, короче. Вот и все. Она где-то в этом городе. Здорово, чувак. Я вот как его забэкстейбил. Нормально. И так сойдет. Вы че, блядь, больные, что ли? Кому бывает? Там сзади никто не крадется, все нормально. Он отсюда выйдет. Херово, когда иду, ах ты падла. Как он достал? Вот. Серьезно? Кто стрелял? Пидорасы. Я не знаю, откуда мне урон прилетел на последний хп. В любом случае надо душу выковыривать. Ну они тут неподалеку. Думаю, как-то надо, может, с другой стороны обойти. Да куда ж ты кастуешь? Так. Ну вот прям он видит все цели, только не видит нужно. Вот тут у нас два гаврика. Давай, появляйся. Угу. Это один только? Dying Light второй? Не знаю. Не знаю, но она такая душная, эта Dying Light. Не особо хочется. Да, блядь, серьезно, а? Посмотрим как-нибудь, да, наверное, пройду все-таки. Их там двое. Но они дамажат сильно. С одного прилетает быстрые атаки. Вот таким же быстрым камнем. А другой вообще тремя сразу лупит. У меня тоже есть такое заклинание. Но я не думаю, что оно прям очень эффективно. О, иди-ка сюда. Хлопчик, пока ты один. До свидульки. Откуда он херачит? Причем самого моба не видно, а он есть. Как суслик. Он оказался. Да, наконец. Давай, хиляемся. А остальное у меня амулет долечит. Наверное, если я не сдохну опять через 20 метров. А посмотрим, что за домик. Нет. Бутафория. Ну и все, да. Но, кстати,
частично можно сказать, что тут большие локации это напускное. Дома закрыты, особо не зайти, знаешь, такое. Включает сейчас. Тупиковые. Ну, типа того, то, что вот болото, допустим. И как что? Куда вы все беретесь? Вот это вот болото на большой участок карты, оно в основном пустое. Так, этого урода надо обойти как-то. Главное его по-быстрому ему заковырять, чтобы он не успел еще кастануть. Нормас. Вот я о чем и говорил, то что тут пригодится именно вот это заклинание, потому что без него тут будет тяжко. Эти ребята у нас бьют через щит, дамажат быстро. С 3 флягами тут мало чего можно сделать. Но если у тебя еще одна фляга, ну, побольше фляг на магию, то ты можешь отхиливаться очень много. Не исключая того момента, то, что придется даже местами постоять, подождать, чтобы реген прошел. О, кто стрелял? Ублюдки. Но проблема в том, что ты не видишь этих мобов. Тут ты уже действительно не видишь. Они тут, ну, не из-за бага исчезают. Картина. Ржавый грил. Я не знаю, вот эти картины раскиданы, обувь аристократа. Понятно. По-моему, у меня такая есть. Эти картины раскиданы, а зачем они нужны, я так и не понял. Наверное, какой-то очень крутой смысл в этом заложен. Да, где-то. О, свидание. Там еще один ходит. Сейчас я весь город перешарашу, а потом можно это попаркурить по крышам. Кстати, прошел. Почему до Энклайв не прохожу? Вот паркур тебе, пожалуйста. Сейчас придется по крышам тут по много, наверное, поскакать. Пособирать всякой дичи. Город не очень большой, но обойти стоит. Так, вот здесь, значит, да, я выбегал. Вот тут у нас идет. Вот тут у нас идет костер и спуск к болотам. Угу. Вот сюда спуск. Нас сам город интересует. Что за печать? Не объясняю. Кто такой? Выскочил. Еще, блядь, самый умный. Да, отхиливаться придется. Мужик, отвали. Он отвалил. Ой, вот это опасно. У меня такая же штука есть. Стой, стой, стой. Да, быстрее ты вали. То есть вот один маг, он может, блин, вот этими вот штуками своими, магическими, очень серьезно проблем навалить. А все, маны нету. Ну, довольно-таки экономненько пока идем. Вроде как. Так, он где-то тут. Несколько появляется внезапно. Кстати, вот если эту штуку разбить, восполнит фляги.
Они появляются внезапно и дамажат довольно-таки серьезно. С учетом того, что ты в тряпках. Где он? Шаги слышу. Самого урода нет. Да, он же где-то тут. Вот он. Как он попадает первый раз, по-моему? Ну, нормально. По спине, что ли, лупит? Я так и не понял. О. Этих два. Причем первый раз он всегда в тебя треснет. Ну вот цель, блядь. Цель слетает. Он исчезает, цели нет. Тихо, чуть не ваншотнул. Ваншот. Да. Сейчас попробую на право никого не валить. Хотя, по идее, товарищ Миядзаки, задумано, что ты будешь зачищать весь город. Ну, в этом-то и прикол. Так, вот попробуем направо чуваков вообще не трогать, пусть они там себе сидят. Их центр. Если ты нарываешься на какого-нибудь мага и начинаешь отходить назад, то вот эти вот товарищи тебя убьют, которых тоже ты не увидишь, отбегая. Так что как ни крути, все равно придется чистить все. Так или иначе. Так, он же где-то тут появлялся первый. Странно, его нет. Прям сбоку обойдем. Вот Борза один вылетает, начинает тебя напихивать просто. Ты его в цель ловишь, у тебя камера слетает. Не больше одного удара надо. Все, он исчез, камеры нету, цели нет. Можешь лупить в стенку. Все, цель слетела. Блять, опять вам что? Твою мать, ты задолбал. Он исчезает, у тебя цель сбрасывается, и у тебя персонаж, получается, у тебя идет назад. Ну, стреляет сразу же. Поворачивается резко спиной. Я особо даже это не замечаю. Он поворачивается резко спиной и начинает лупить куда-то в сторону. Ну и тут ты попадаешь, естественно, под подачу. С учетом того, что они меня через щит еще дамажат. Чел исчез, а урон прилетал туда.
Мобов просто хуй в гора. Повязка аристократа. Сейчас как соберемся, это аристократичный. Большая реально проблема с целями. Мобов не видишь? А, они есть. Как получить материал? Это кто такой? Странный чувак. Он вообще упал походу сверху. Что там по жизни? Ладно. Отбрехаться мне хватит. Надеюсь. Так. Тут никого нету. Стой, давай-ка мы попробуем обойти. Вот опять. Только хоть бы появился. Маны нет. Но он где-то тут. Хорош. Слушай, ну я начинаю, по-моему, привыкать к этим уродам. Прям если знаешь, что он где-то есть, он один удар с замахом делает. Ну появись ты, чё? Причем даже в цель его не схватил, но он дамаг прошел. Падла сраная. О! Их тут двое. Отлично. Сука, сейчас придется опять весь город зачищать. Либо напролом. Что, блять? Да, 60 косарей нахуй. Потому что этот пидор почему-то решил тебя заметить 5-й или какой там 8-й раз, блять, из камня. Какие уроды, просто пиздец. Сейчас он не будет стрелять. Душ-то нету. По игре у тебя забирать уже нечего. Поэтому она будет, ну, не так жестко на тебя наседать. Давай, где это блюдо? То есть, проходя локации, тут, по-моему, только в самом начале можно как-то качаться. Куда он пиздит? Качаться, проходя локации, тут можно только в самом начале. Потом у тебя 90% тебя заберут. Пока ты наколотишь большой уровень, ну точнее этот
насобираешь много душ. Ну, как я сейчас просто 60 на ровном месте просрал. Такое будет сплошь и рядом. Что тут качаться можно только фарму. Сейчас опять меня захуярит. Без понятия, где этот утырок. Я лечиться буду. Нормально. Да хуй тебе. Ладно, много дамага получил. О, не дамаг. Маны много слил. О, ничего. Так, это первый, да? Вот тут он был. Тут у нас еще два. Рисак и хай. Блин, может им типа бэкстеба делать? Болото я уже прошел, Ариса. Там больше мне заняться нечем. Надо тут какую-то телку искать. Так, вот тут у нас два товарища стоят. Просто так. Убивают. Вот один тут. Бля, серьезно? Их тут трое даже. Блять. А, это плохо. Там меня пинками до шира будет гнать. Без понятия вообще, где он. Где-то сзади стопудово. Хотя, может, он свалил куда-то обратно. Ну, по-моему, чудес не бывает, да? Получается, тут что, 3 моба? Один раз этот урод пробивает, по-любому. Хорош. Да, надо жутко экономить, короче, ману прям. Тут мобов понатыкали просто на каждый квадратный метр. И они все очень больно и бьются. Покойник, ништяк. Ману восполнили. Ну, вот это прям вообще подарок. Ага. То есть, короче, вот этот мужик с мечом, он в любом случае туда-сюда вот просто ходят, они вдвоем. Какие-то печати. Как их открывать, я вообще не в курсе. Вот это тоже печать. Подойдем посмотрим. Ну, я тут проходил, когда в самом начале тебя случайно в ловушку попадаешь и тебя перекидывают. Появляешься вот здесь, пробегаешь. Так, ну, по идее, почти все. Надо вот тут вот просто двоиться тут. За того самого. Вот он, первый. Блять. Все, лечимся. А второй не пришел. Маны нету.
Ну, с великими осколками, кстати, они пошустрее подыхают. Где второй? Почему у меня его нет? Значит, они где-то здесь будут. Тоже никого. Стой, только стоит. Понятно. Стой, 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 стой. Воу-воу-воу-воу-воу. А мужик, угомонись ты. Все. Мое кунг-фу оказалось круче. Куда ты прилетел? Все бы ничего, если бы не исчезали они. Опять придется лечить. Да, сложная локация. Просто вот количеством вот этих вот непредсказуемых, ну как бы предсказуемых, но опасных мобов. Ну как? Я бы не среагировал, он бы меня долбанул. Вот эти ребята вообще ни о чем. Видно, что 60 косарей просрал. Просто блестящих камней. Спасибо, не надо. У меня есть 2 палки. О, ты что там забыл, Саид? Собака. Там кто-то еще носится. А. Блять, он достанет. В любом случае. Он достанет, исчезнет, не успеешь повернуться. Фух, обрыкался. Лютые дядьки. Да и в целом локация мне не нравится. Где он? Блядь, столько просто выстрелов пустую пролетает порой. Так, мне главное на тех 2 гавриков случайно не выйти, которые могут шотнуть неплохо. Вот о чем я и говорил. Я вовремя прикрылся. А, ну получается, я вот к ним и иду, да? Начало же, да? Начало города, все. Я просто уши на улицу поднялся. На угомонись ты. Кастователь хера. Он там что-то серьезное кастовал, кстати. Что-то книжечку какую-то достал. Блять, вот откуда вы все тут бьетесь? Так, удали. Живем, чё? Так, ну вроде все почти, город зачищен, но кроме начала там 2 моба, ну хрен бы с ними, чё. Теперь можно лезть на крыши. Прежде чем на крышу двигать, надо будет сейчас снаряжение. Оттуда же упасть можно, правильно? Кошки. Талисманчик поставим. Чтобы не поломать себе. Не сломать себе ручки, ножки.
все в печатях. Как их открывать, я не знаю. Насчет квеста тоже не особо понятно. Тут какая-то, говорит, тёлка сидит. Где она тут может быть? Что-то как-то вообще странно. Я даже забыл, что ей надо передать или сделать. Короче, истина где-то рядом. А не, давайте. Я не допрыгнул. Так, а туда можно попасть. Бля, еще там кто-то. Он магический. Ну давай. Ну. Максимально надо тут все аккуратно обходить. Причем... Так, давай, наверное, на коня я залезу снова. Да, и он не остается. Бля, как туда забраться-то? А, ну вот по дереву, да. Прыгаешь сюда и на дерево. Серьезно, ты не попал? Трей. Причем я заметил, что комета, она прям дамажит, когда не первый раз ты попадаешь с нее, а на второй. 5. Вот о чем я и говорил, то что тут и кошка будет пригодиться. Серьезно. Да, так или иначе город придется весь очистить. Кошка пригодится, чтобы ты урон не получил во время падения с какой-нибудь крыши. А город защищенный. На тот случай, если ты куда-то не вовремя бахнешься, чтобы тебя просто не заковыряли. А. Где же бабка, которую надо найти, что-то ей отдать? Ну, тут явно на коне. Даже можно, наверное, вот так вот. Тихо. Вот то довольно-таки агрессивная. Ну, в смысле, дерганая такая. Так, что тут у нас? Чё? Ну. Грифи, да. Спасибо, не надо. Так, давай обратно. Отсюда надо слезть. Ой, что за балкончик? Ого. Как говорится, подъемка лучший друг чекиста, да? А? Так, музяка изменилась. Чё, где он? Кто-то куда-то улетел, я его даже не заметил, и он остался внизу. Пока он не поднимется, может убить. Тут каждый моб, в принципе, тебя может завалить с подачи. Почти каждый. Так, еще какой-то балкончик. Но я... Нет, на нем делать нечего. Так, вот пришел, получается, да, вот я по этому дереву. Давай-ка сюда конем.
Там еще лестница. Ой, это идет вниз, а это... А, ну это тоже улица. Давай, лошадь. Так, сюда полезем. Дизайн слушай. Наверх. Прям максимально нужно аккуратно прыгать везде и действовать. Просто потому что этот... Сжечь огонь. Где-то в городе спала печать. Потому что можно треснуться откуда-нибудь. Ну, в принципе, сейчас падение мне это не грозит. Но мобы, которые там остались и которых я не вижу, не могут убить. Вот туда надо как-то путь держать потихонечку. Бля, на эти пупырки можно падать? Да. Так, возвращаем коня. Слушай, может быть жука этого тоже завалить. Ну-ка, жук, иди. Он, наверное, упадет, да? Не достает даже. Тихо, блядь. И все. Все, и погнали за. О. Ага. Спала печать и сундук открылся. Комета ночи. Ну, я понял, это заклинание какое-то. Такое. Не факт, что пригодится. Возможно, в этом городе надо вот эти вот все печати таким образом снять. Зажигая огонь. Ну, какая что-то ни одного факела нет. Кроме вот этого. Надо искать. По идее, можно посмотреть вот на той башне. Так, примерно. Перспективу посмотреть, они вроде так на одном уровне находятся. Как прыгал-то? Забыл. Тихо, тихо, тихо. Он пока не нужен. Сюда. Да. Потом на коня. Коня на эту крышу. Просто если не зачищая город, прикинь, сколько мобов могло бы быть внизу, которые бы очень сильно мешали. Ты просто падаешь и получаешь урон от них. Мне бы жить нормально не дали. Так, долетит? Нет? Нет. Ой, да и хрен с ним, с этим жуком. Надо вот как-то... Да, на вот это дерево. Мы топаем на башню. Вон там башня закрыта. Здесь я зажег. Получается, вот здесь должна быть. И вон еще одна. Печати у нас раз, два. По-моему. Какое количество вот таких вот замков. Ну или что это такое? Попадает с количеством печати. Запалив все костры, можно открыть закрытые двери. Да. Сейчас еще одну нужно печать искать.
Слушай, пускай они, наверное, постепенно открываются, чем вот нахрапом. Так, вот, в середине упала печать. Дверь открылась. Коня мне. Потом, получается, вот тут дальнюю надо как-то открыть, и все. Стоять. Корабей лазурных слез. Вообще без понятия, что это за чел. Так, ну и все. Отсюда сюда. Сейчас проверим, что там. Может быть, там какая-то баба сидит. Может быть, это просто неприметный NPC где-нибудь возле коряги, там, рядом с городом. Я не помню. Они, по-моему, сказали в какой-то башне. Угу. Но я садиться не буду. Я его просто зажгу. Фляги дело хорошее, но... Мобы обратно все восстановятся. Я не хочу обратно чистить этот город. Блядь, ну, ты еще с ваншотой. Гнида, а? Так, если присмотреться, у нас где-то вот эта башня. Вроде как тут. Готовимся лучше сюда. Я просто не вижу смысла обратно весь город зачищать, прыгать в крышу. Да и в принципе там-то все обошел. Бля, вот из одного пидораса, который случайно вылезает, и прикинь, да, вот так вот. Лопает, и ты все, и ты страдаешь. Теперь их двое. Замечательно. По-моему, сейчас поднимется еще. Причем меня куда-то вообще непонятно. Какие-то дебри везут. Сейчас еще будут такие. Лечимся. Как-то выше меня поднимает. Подожди, мне город нужен. Как туда попасть? Слушай, там тоже можно пройти как-то. Вот туда. Но надо вот эту запалить. Потому что меня, походу, поднимает обратно на холм, туда, в сторону болота. И этого не надо. Надо вот сюда как-то. А, ну, по логике-то вещей. Так, и она должна открыть. Блин, да я, наверное, не заберусь. Ну да. Хотя? Ништяк.
Да, тут ничего нет. Тут... Хорошо, хотя бы я очистил город и потом и потом полез дальние открывать. Ну, те, которые ближе к выходу. Тут я смотрю, мобов не очень много. Вот сейчас здесь печать должна спасть. Так, ну сначала надо проверить там, где вот они меня как-то наверх вот сюда тащат. Сначала то проверю, то, что уже открыто. По идее там что, должны какие-то чуваки быть или еще что-то вроде. И потом просто подъем наверх, сколько я понял. Но вот эта вот соседняя дверь, скорее всего, в замок ведет. Не знаю. Давай, короче, сейчас по вот этим крышам попробуем. Смотрим, что там есть. Ну. По-любому на коне надо. Стой, 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 как-то. Как же быть-то? Отсюда, сюда. Лошадь соберется. Тихо, тихо, ну. Да, вот так вот и надо перепрыгивать. Так, чуть-чуть не долетело. То есть, если у тебя есть где-то, короче, подвеска кошки, но ты находишься на лошади, на вас распространяется урон сразу. От падения. Твою мать. Надо вот там посидеть. То меня задолбали в начале города возрождать. Вот по идее, как сделаны тут локации, то ты можешь минут 20 топить по равнинам, просто и практически ничего нету. То ты в городе можешь так захряснуть просто тут. Прямо чтобы все обойти, ну, по-честному. Хватит. Стой. Ах ты там, блядь. Опять упал. Короче, давай сначала вот тут посмотрим. Пускай они тут все вылезают, там бегут и так далее, своими делами занимаются. Вау! Я предательски опять. У меня прожалась предательски кнопка. Я чуть не поймал шарик на себя. Вон еще один катится. Там весь город там разбомбит.
Блин, тут же уроды всякие повылезали. Слушай, а я тут, по-моему, не был. Очень быстро я все проскакал. Может быть, на этих крышах вообще ничего нет. Там, куда я пытался запрыгнуть. Но... Надо вон туда, в храм топить. Сколько вас тут, а? Серьезно, и не долетает. А вот этот чувак гораздо опасней. Ваншот. Он просто одной подачей, которая довольно-таки быстрая. Одной подачей половину здоровья у тебя точно снесет, а то и больше. А второй догонит. Стандарт. Ну ты хрен знает, есть что на этих крышах? Нету? Стоит ли вообще туда идти? И можно ли туда добраться? По-моему, нет. Короче, давай в храм. Сразу же. Скелеты это, конечно, здорово. Ну-ка, есть тут что? Бывают могильные ландыши, очень полезны. Блин, и эта штука тоже куда-то ведет. Давай, по одному. По двое в жесткий. Богомолы сраные. Навалите нахуй. Блять, че третий? Третий? А нет, это второй. Бля, они меня реально не успеваю. Хорош. Я лучше похилюсь. Что с него выпало? Глеб, ну понятно, оружие. Да. Они юлят вокруг тебя, бегают, не успеваешь долбануть по ним. В этом они непросты. Это храм Марики, да. Тут, короче говоря, усиление фляги. Обычно. А вот эта баба. Искомая. Такие дела. Ох, кто там? Впрочем, какая разница? Если у тебя есть хоть капля ума, ты уйдешь немедленно. Мою плоть разъедает красная гниль. Это проклятие, человеку нельзя связываться. Отдать иглу из чистого золота. Горишь, если я уколюсь иглой, это излечит красную гниль? Но как?
Неважно, я уже все решила. Я лучше доверюсь тебе, чем буду и дальше гнить изнутри. Тебя не затруднит на минутку отвернуться? Почему экран погас? Я хочу смотреть, как она ходит. Что ж, это оказалось не так уж и трудно. Но почему мне так... активно? Так часто? Может подождать надо. Скоротать время? Давай до ночи. Потом до утра. Вот. Я надеялась, что снова тебя увижу. Приношу свои извинения, тогда я упала в обморок, даже не успев поблагодарить тебя. Твои слова оказались правдой. Стоило мне вонзить в себя иглу, как красная гниль тут же исчезла. Даже кошмары перестали меня мучить. Не верится, что я снова смогу двигаться свободно. Наверное, я никогда не смогу достойно тебя отблагодарить. Наследие признательности. Это амулетик дал. Увеличивает ловкость. Нет, мне этого не надо. Сила, сила, сила. Ось чар давай. Надеюсь, прыгать не придется. Так, и давай, наверное, обратно к этому мужику ломанем. И потом... Стой. Нет. Надо здесь до конца все пройти. Еще многоходовочка. Угу. Тут у нас понятно. Ничего важного. Стой. Надо слушать дисциплину. Надо, чтобы богомол не наверное. Неохота с ним бодаться. Вот туда светит. Ну, как говорится, будет время, загляну. Ничего там, ни пещер, никаких. Нет. Так, церковь у нас тут, здесь. Осколок. Звезда света. Церковь. Потом поднимаемся наверх. Там у нас проход еще, по-моему, где-то был. Все, я понял. Это жесткий мужик. Встречались. Так, а тут прыжок у нас на самый, ну, повыше, короче. Угу. Угу. Там уже за мной бегут, все нормально. Так, отсюда еще, по-моему, какой-то вход я видел. Поднимаясь сюда, вот было два прохода. Подожди, надо не торопиться.
Да, вот здесь, вот он еще один проход. Но меня вот эта башня интересует. И потом вот туда. Вон тут эти две поющие гарпии. Вампиры, эти летучие мыши висят везде. Спасибо. До свидания. Угу. Все это боссом попахивает. Вот и что могу сказать. Поэтому давай-ка вот мелочь раскидаем эту. Да, блядь, ты попадешь в него, нет? Это сложность попадания. Четенько вот так, чтобы треснуть. Так, ну тут по-любому нужен конь, во-первых. И вот эта штука. Прям этого здоровяка, который с этими кастрюлями швырялся сверху. Пока он рычит. Ну, еще разок. До свидания. Притык, причем маны хватило. Да, вот он отсюда у нас швырял, короче говоря, меня швырял он своими кастрюльками. Ну, стоит мне подохнуть, он появится, естественно, заново. Тут у нас ничего полезного. Я хотел сюда залезть. Так. Давай вот мы сюда пойдем. Это за башню. Походу на Родана я сегодня не успею. Долго с городом проковырялся. Причем я еще до конца там не осмотрел его. Там еще один закусочек есть. Который надо осмотреть. Кто? Нет. Это уроды. Там еще и третий шарашит. Их тут трое, надо помнить. То есть, если я бы сейчас ломанул зачищать от вампиров все это дело, мне пришлось заново чистить. Ну, то, что там вот эти, вон две гарпии сидят какие-то или кто-нибудь. Вампиры везде болтаются. Убиваются они быстро, не вопрос. Но они время занимают тоже. А вот эту всю кодлу замочишь, сюда можно очень долго добираться. Так, с коня слезаем. Надо как-то их по очереди агрить.
Я ждал тебя. Ты танцуешь. Так, -1. Лечимся. Давай, Барс, слева. Я ставлю я. Пожалуйста, пожалуйста, спасибо, что зашел. Навестил, так сказать. Так. Крепкого здоровья, да? Да, и тебе спасибо. Спасибо, и тебе крепкого здоровья. Кто стрелял, я не понимаю. Мишка меня удохнет. Леди. Ах ты, блядь. Одной этой херней своей, но все равно достал меня. Буквально чуть-чуть не успел. Быстрее бы по ступенькам поднялся. Было бы гуд. Вот так вот, если дохнуть на каждом шагу, то игра просто здоровенная, кажется. Не знаю, есть ли смысл вообще тут души забирать, потому что, ну, у меня сейчас левел 1 поднять стоит 85 косарей. Я столько на мобах не заработал. Не накопить. У него, видишь, что делал? У него за него дадут всего пару соток. А мозги он сделает от души вообще. И что, там еще 2 таких. Главное, я фляги не трачу. Сильные. Вот тут их 2. Вот я же знаю, что их 2. Вещь, сука, вынес. Быстрее! Блять. Какая мразь просто вообще. Появляется внезапно просто. И выхерачивает просто одним ударом пол здоровья, а потом еще остальным добивает быстрыми ударами. Давай, короче, перекур, ну и в жопу. Сейчас подойду.
Давай попробуем, короче говоря, посильнее чем-нибудь треснуть. Лошадка урона получила. Ну ничего. Интересно, а мужик этот заново появляется с горшками или нет? Давай посильнее великим осколком. Хотя, может, вообще кометой просто долбануть. Там надо ты каждому по 2 удара сделать. Не дает каскада. Вот где этот мразь? Как же бесят эти уроды. Мне кажется, то, что их там трое в начале, это еще не все. И будет больше. Надо ручками. То есть схватить какой-нибудь меч. Это имеешь в виду? Мечом тут, блять, еще хуже будет. Ну почему, блять, у него урон не прилетает? Потому что я его не вижу. А он где-то здесь. На каждое заклинание мне нужно какое-то время. О, пидор, попался. Ну еще разок. Мразь. Большой дрын тут не поможет. Неважно, какой у тебя меч. Главное волнение океана. Ну там лодка и все такое. Давай, наверное, полечимся. То, что у тебя меч большой, это погоду не сделает. Я просто им дольше замахиваться тоже буду. Так, первый появляется вот тут. Давай, раз, два. Блять, он успел кастовать. Вот эти пидоры, по-моему, больше всех бесит. Хрен с ними, с магами. Но эти вот турки как-то вообще... Вот здесь какая-то херня искрила вот сбоку. Где-то тут. Блять. Ебучий случай-то, а, блядь. И он продолжает кастовать. Его самого нету. Хуярит из-под тишка. Вот в чем геморрой.
-1. А где этот пидор вообще ходит? Я вот без понятия. Вот. Естественно. Не проходит. Ну. Гнида какая, а? Мана кончилась, да? Твою мать. Пошел нахуй. Каждый пидор, блять, вот так может башку повытрахать. И, блядь, за руну просто шел туда. Так, проход, окей. Куда надо в башню-то? Великий осколок оставлю. Чё и чё? Еще одна гнида, которая портуется. Да в очко ты себе тресни. Сколько кровотечения накладывает. Жуткая козя. До свидания. Ой, я открыта даже. Вечная тьма. Заклинание. Не знаю, то ли для молитвы, то ли для посоха. Это только можно узнать в этом. Возле костра. Но более-менее у меня и вера прокачана. Если клевое заклинание, прям какое-то вообще с копыт, то веры на подобные штуки не хватит. На тридцатничек я вкачал веры, поэтому в основном все заклинания какие-то, ну только не самые имбовые, как бы мне заходят по вере. Могу их юзать. Так, тут все, наконец-то. Блять. Так как у нас эти барашки тоже дамажат, то и карты не включить, сука. Кругом враги, карта не работает. Наконец-то. Вот тут, да, по-моему, заколок сели. Ну давай сюда. Получается, от заколка, как выходишь, сразу же направо. Там вот эта чатью дверь была. Уебанская локация, честно. На, вот тут. Давай спустимся. Аккуратненько. Нет, я лучше на лошади. 500 тысяч мобов, которых ты не видишь. Я не нахер. Босс. Да? Чё, нет? Сколько фляг? 3, 8. Ну, я типа заряжен. Стой. Конь мне там явно на боссе не пригодится. А вот Олежа на плюс 5. Запросто.
Чем Олега как закастуем, пока он отвлекает. Надо быстренько будет заюзать флягу и раздавать боссу. Мечница, Нокс. Олежа, принимай. Минус один босс. Олежа. Олежа там танкует жопой, короче говоря. Зачем ты падал в контрапупе? Без боя вообще. До свидания, вот и весь босс. Текучий меч Нокса. Кстати, штука прикольная. Он крут тем, то что, ну, по крайней мере, он выглядит, во-первых, здорово. Я покажу его, какой у него есть урон. Урон. Мечей вот тут больше, чем оружие дают. Точнее, ну, оружие дают больше, чем всего остального. Он скалируется от силы и от ловкости. Вот такая вот штука, короче, серп. На. Подожди. Хлоп. Он как плетка хлещет. Это чисто заряженные удары. Но плюс так вот он довольно-таки быстро дамажит. Так что милишникам нормально. Но, увы, мы пользуемся посохами. Все круто, конечно. Такие дела. Олежа мощный. Олежа танкует. Как не в себя просто. Там еще сундучок какой-то. Но боссы, которые ваншотят, будут печально на Олеже сказываться. Еще дадут? Ага, посох еще один. Блестящий посох Лусата. Ну-ка давай. Угу. Скалируя мудрости, веры. Ну, я вот этот качаю посох. Кристальный. Он у меня уже заточен на плюс 6. Его можно юзать, но только если метеоритами не пользоваться. Но так как я херачу этими метеоритами, дай боже. А мне надо, чтобы этот посох сносил так же, как эти метеориты. Либо таскать 2. Но тогда без этой штуки, которая лечит. Ну, то есть, если какой-то босс встречается, которого желательно и тем, и другим лупить, то... Ладно. Пока вот я прям жестко не нуждаюсь в этом посохе. Он хорош. Разница, в принципе, ну, не очень большая по характеристикам. Он прям... Тут физическая 39 плюс 60, тут 57. То есть, чуть-чуть побольше он сносит. Усиление 54, 256, как бы. Пока между ними разницы никакой. Но если эту сволочь заточить на плюс 10, то он будет хорошо херачить. Там и комета будет, дай бог, сносить, как бы. И остальное. Так, мудрость. У меня 67. После ковида. А все, у нас санкции, ковида не существует. О чем ты? Сейчас ковидом нельзя болеть, невозможно. Ну, как бы он есть, короче, но уже там достаточно масочку одеть и все. Уже никто не предъявляет ни за что. Сейчас он звонил тоже. Говорю, перед выходом на работу надо что-нибудь проходить? Нет. Все нормально, никаких тестов тебе, ничего. И так сойдет. Так, ну все, наконец-то. Наконец-то. Вот этот вот весь пятак у нас хорош. Может сюда сгонять, посмотреть. Может быть в центре что-то есть.
а потом туда. Часик еще есть, как раз вот 2 точки вот эти проверить. Здесь босс будет. Малое древо R очередное. Все, я фляги восстановлю. Да, я вчера Сане позвонил. По-моему, вчера звонил. Говорю, а что, надо? Надо что проходить-то вообще? Не, говорит, все нормально. Все забыли про коронавирус. Все забыли про этот прикол. Про недуги разные. Да, вирусологи, эксперты. Раньше все были, а сейчас все являются всеми. Я единственное рад тому, что не надо вставать почему-то, допустим, в 5:30 утра, чтобы тебе, 2 секунды нос помазали. Точнее, не помазали, а засунули туда палку, и потом, идешь, у тебя глаза слезятся. Стопудово, мне кажется, эти тесты на коронавирус эффективны, наверное, были, давали результаты хоть какие-то, наверное, процентах в 60 случаев. Ну и все, короче, я тут был. Тут ни костров, ничего такого. Ясно, понятно. Артуемся. Что, враги, что ли? О. Артуемся сюда. Стой, отмена. Отмена операции. Вообще, меня вот здесь интересует. Вот эта точка. Мы сначала примерно вот до сюда дойдем. И потом к дереву. Здесь у нас дракон. Где второй, примерно рядом. Вот тут, вот в этом вот области он должен быть. Поэтому давай мы, наверное, вот так вот. Повыше. На двойку идем. Надо не запутаться. Стой. Портуемся. Все это обскакивает. Смысл? Вот маски бы еще убрали, вот честно. Ну зачем они? Ну что? Просто для чего? Кто заболел коронавирусом и собирается заболеть, тот уже будет болеть, в любом случае. Маски эти, блядь, не помогут. Просто вот это вот дерьмо поддостало уже на самом деле. Типа, оденьте маску, мы вам не продадим нихуя. Сидите дома, о, здорово. Сидите дома, хуй, как мешкала, на самом деле. А тут их двое. Но они не очень большие, я сказал. Лайтовые какие-то. Ну давай. Но они боссами не являются. Как белые, они не такие. Это, короче, видимо, уцененные драконы. Пока он тут до меня не дополз, надо его захерать. Главное, самому не двинуться с этой скалы. О, не добил чуть-чуть, там у меня стопудово хп одно осталось, много. На 155 урона. Так, надо теперь до второго как-то аккуратно подойти. Мы его сейчас вон по левому флангу обойдем и туда встанем. Тактика галактик. Иначе он неизвестно, что может сделать. Какое-то место подозрительное.
Ебать, у них тут чаепитие. Что дают? Коническая дуга, это хорошо. Это типа угля. Повышает статы там. Кузнечный камень мрака 9. Кузнечный камень мрака 9 это чтобы заточить посох мой на плюс 9 аж. Но прежде чем это сделать, мне нужно найти кузнечный камень мрака 7. Иначе кино не будет. А где его искать? Я не в курсе. А, это корень. Бля, вот каждая вот эта залупа уже начинаешь очковать, потому что, ну, реально какая-нибудь гнида прилетит или взлетит, как правило, это бывает. Они уже, ну, блядь, модно сейчас крылья лепить на всех могут. А он за мной, да? Я... А, ну вот он пока тут застрял, нормально, сейчас мы ему напихаем полную жопу метеоритов. Где-то тут, я смотрел, должен возле домика здоровенный дракон валяться. Чуваки, короче говоря, чтобы, ну, единоразовую фарму, короче, замутить на 96 косарей. По-моему, так этот дракон стоит по душу. Они вот подбираются к нему, потихонечку катанами тыкают разные. Почему бы не заковырять такого дракончика, да? Не повредит. Глядишь, левел лапу. Все. Мелкий камень. Трех драконов сегодня запинал. Можно, блядь, звездочкой рисовать. На горе не тот. На горе другой. На горе черный дракон. Мне нужен белый, который валяется. Он там еще ходит. Там возле домика такого небольшого он должен находиться. Да-то драконов, кстати. Угу. Так, тут я, получается, да, и наверху был, внизу. Среди черных и белых лежит. Давай поищем. Как-то вот я смотрел видос, короче, чувак. Вдоль вот этих стеночек. Ползал. Пытался, чтобы его дракон не спалил. И дерево ниже по карте. Вот тут, да, где-то. Ну, я вот примерно... А, вот, ну как раз. Я тут степь, короче, иду к этому домику. Вот здесь и дракон валяется белый. А тут все утыкано черными драконами. А здесь самый здоровый дракон. Я не знаю. Я пробовал его мочить, он какой-то вообще двинутый. Так а зачем мне на кровотечение? У меня магия неплохо сносит. Ладно, сейчас посмотрим, что здесь драконом творит, который бежит.
Мы будем пока этих искривлять. Этих тоже 3500 наваливаем. Пинать долго, но ничего. Я так понимаю, если вовремя этого белого дракона не замочить, тогда он встает, короче, и начинает тебя напихивать, да? Ну, это ожидаемо, в принципе. А вон он лежит. Там возле домика есть, во-первых, сохранение, костер, фаер, кому как удобно. А этого что-то полздоровья уже. А что, недоразвитый? А вон там еще один. Да, ебать, короче, драконов налупимся. От души. Душевный, блядь. Он бесполезный. Ну ладно, сейчас замочим тогда. Так, ну у этих товарищей по половине здоровья почему. Главное, чтобы фляг хватило, а остальное по барабану вообще. Метеориты не достают до него. Ну давай, подползай ты пошустрее. Ну, наконец-то уже хоть что-то начало прилетать. У него около сотни хп. Да не вопрос. Просто я буду чуть дольше ковырять. Ничего страшного. Бля, там еще слева один. Надеюсь, они как муравьи между собой не переговариваются. Блять, он меня видит. Давай, 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 быстрее. Добивай его. Тихо, 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 все, уходим, уходим. Нормально. Впадло мне, короче, еще раз вот так ковырять. Я не знаю, может быть так обойти. Что-то это дрочево. Ну, подрочево вот это. Такое себе, короче, удовольствие. Да, хоть душу заберем. Хотя их все равно и так изденут потом. Так, тут два дракона. Пускай они тут ходят, короче. Смысла опять их херачить нету. Пусть живут. Ну, возле белого, в принципе, есть резон мобов. Ну, вот этих драконов помочить. Чтоб потом не мешали, они же передвигаются еще. Да не надо. Спасибо. Я уже гуглил, в принципе, так, более-менее понятно, где что. Просто надо ходить и нормально все подробненько исследовать.
если у меня, допустим, ну, надо посох заточить, я взял, загуглил. Смотрю то, что по карте мне сюда больше нет, пока еще рановато. Ну, то есть ты хоть усрись там, но ты все равно не увидишь этот, ну, не добраться тебе до одного, ну, до какого-нибудь там предмета. Вот, я тогда туда не иду, просто надо подождать. Мне сейчас надо, типа, посох заточить на +7. Но там, где эти камушки валяются, мне туда рано. Поэтому не торопясь. Все потихоньку, всему свое время. Мне тут олежа надо было качнуть. Загуглил, качнул. Дальше пока рано к олежу качать. Поэтому не будем бежать вперед паровоза. Все постепенно. Че, 17 тысяч урона надо было получить? Что там такое показалось? Главное его вырубить, пока он ползет при нему. Будет бенч. Ну, даже двоим куда-то прилетает кому-то что-то. Это, видимо, белому тоже приходит. Ну, блядь, а у меня мана кончилась. Ну, давай подбухнем. Так, -1 заточим. 17 тысяч что-то там куда-то прилетело. О, ну, блядь, почему так много, а? Так, окей, давай, какого? Этого надо. Нет, тут поближе будет. Давай мы кого? Погреб. Один метеорит с кем-то прилетает. Но у меня нету никакого оружия с кровотечением. Бля, сколько? Там еще что ли один дракон? О, этот очухался, походу. Да? А нет. Пока лежит. Ну и пусть лежит. На драконах уже 42 штуки накосил. Меч рыцаря и ищейки, а хер его знает. Я мечами не пользуюсь, я в магию полностью ушел. Магия мы теперь. Ну-ка. А нет, это другой дракон. 50 тысяч за него дали все. И драконы все исчезли. А ты говоришь, кровосток, вся херня. Он и так подумал. А почему-то мне показалось... Ну, он и так пизды получил, ничего страшного, и без всяких кровостоков и мечей. Почему-то мне тогда показалось то, что чувак за него 94 тысячи получил. Похер. Но главное, что у меня сейчас рун хватит на левел-ап, который мы сейчас бахнем здесь. Мне прям какой-то драконовский стрим. И магией эту падлу заковырять можно. Вот я о чем. Я вот только не знаю, драконы заново появятся, да, наверное? Мелкие вот эти.
Угу. Там босс дерева. А здесь вот эта штука. Ну давай аж дочистим вот эту всю территорию. Лапку курицы. Чаба. Я продолжу мудрость качать. Сейчас у меня, короче, максимальный урон 1300. Под полным, короче, фаршем. Вот. Ну, типа там, если заюзать уголь, ну, как-то дуга называется. Короче, если дугу заюзать и все такое, то... О, вампиры. Сколько у меня голову мне вгрыз. А чё насчет вермени? Что насчет времени каста? Ну, комета, она как бы кастуется, ну, довольно, да, они все определенные заклинания с определенным временем кастуются. Какие-то быстрее, какие-то нет. Но быстрые заклинания, они все как бы это... Так, кстати, быстрые заклинания, они сносят немного. Какие-то серьезные заклинания больше занимают времени, но и сносят побольше. Пока самый оптимал это вот... Быстрый осколок для мелких мобов, комета для больших. Это все. Вот это, кстати, можно поменять на какая-то там дыра. Вечная тьма. Вот это я открыл. Сейчас посмотрим. Вот, комета Азурита, но ее надо найти еще. Я потом загуглю, где находится. Если мне позволяет, как бы, открытая карта там находиться. Вот видишь, мелкие заклинания без Б, короче. Они быстро лупят, но... Короче, те враги, которые назад отходят во время твоей подачи, то... И че? Ладно, вместо фонарика... А, нет. Херня, короче, какая-то. Бля, тут их трое. Охуеночь. Тихо. Ну, эти сучки травят. Блять, но они все равно не отравят. Ну, поэтому я таскаю чуть посильнее камушки, чуть побыстрее и меньше, ну, чтобы разных врагов можно было по-разному пинать. Да хуй там не долетает. У тебя есть статы после прокачки, которые быстрее кастуешь. Нет, по-моему, таких статов нет. Ты не можешь, типа, скорость, по-моему, заклинания увеличить. Ну, кометка так. Пятихатку вот она сшибает. С одним, ну, по первому удару. Это в данже лег кольцо, которое дает 5 ЛВЛ к силе, ловкости и выносливости. Ну, у меня там есть какой-то амулет ловкости. Ловкость, выносливость — это не то. Я посмотрел, то что скорость заклинания вообще ни на что не влияет. Ну, короче, ты не можешь быстрее кастовать заклинания,
Если ты там хоть 50-го левела маг, они быстрее не работают. Так, пока меня траванули, сильнее все равно уже не отравить. Это залупа просто. Сука, все пиздобратья, тихо, я сейчас отъеду. Бля, я не успел туда. Буквально на пару секунд. Прокачка лоскости ускоряет каст заклинаний. И чё, прям сильно ускоряет? Может быть, это еще, кстати, смотря какой у тебя посох, который, возможно, скалирование имеет. Так, ну давай, короче, мы туда с комет зайдем. Серьезно, блядь? То есть 19 штук вот так вот просто нахуй. От одного, ну и какого-то ссаного моба, который никогда не ваншотил. Вообще никогда. Да раз я ебаный. Ну вот, видишь, ловкость. Ну, он по чуть-чуть, я не знаю, но опять же, вот если даже каждый посох, есть посох, который ускоряет каст. Смотря тогда, от чего он скалируется. Может быть, его нет смысла юзать, потому что он, типа, при полной прокачке. Да, блять, ебаный тип пидоров. Ну, вот видишь, метеориты долго кастуются, но много сносят. Потому что посох метеорит. Короче, тут даже смотря какой посох у тебя, такие заклинания лучше кастовать. Кстати, а птичка. Надо идти их уничтожать просто. Пиздец, за 19 косаря обидно ебать как. Еще 300 у нас. Это заточенный на плюс 6. Ну, в идеале, естественно, десятка. Да, я, блядь, стенку долбанул. Комета много, кстати, жрет. Много жрет ману. Ёбаные углы, блядь. Я тут запутался. Сейчас меня траванут. Ты сдохнешь, нет? До свидания. Проще мимо пробежать к лестнице. Я знаю, что проще. Я так понимаю, потом я отсюда спущусь. Вообще, по идее, тут всю игру на коне просто скакать. Ничего не исследовать. От босса к боссу перемещаться. Вот и много. Мы же не ищем легких путей. Хочется же все посмотреть. Взяла мне в ухо, наорала, блядь, на смерть. Ты смотри, какая падла, а. Нет, тут уже дело принципа на самом деле. Нафига рыцарь и призрак? Ну, замечательно. Что. Если я до конца стрима не успею это говно пройти, то
Вне стрима посижу. Сука, ебаные вампиры, блядь, а. Ладно, хоть на драконах соточку заработал. Его ладно делал. Каждый последующий каст кометы он быстрее проходит и сносит больше. Но вот главное первый раз ее зарядить, тогда нормально. Еще одна пизда. Опять ваншот, да, нахуй? А твою мать. Крыса ебучая. Я, короче, много маны вливаю, во-первых. Плюс зарабатываю отравление. Дотянется? Да. Да, я знаю. Да если, блядь, серьезно, через стенку траванула. Ебаная ты падла, нахуй, а. Почему я их не могу через стенку дамажить, да? Сучара летающая. Ну, она прячется, блядь, и все. Чем мне в ухо наорет? Пошла ты в очко. Вот. А. Давай, вылетай, что ты? Нормально. Так а что тут через стену? Тут красная гниль на тебя распространяется через скалы вообще. Так что... Удивительно рядом. Ну а что хотел-то? Даже мид-атаки, блин. Ну главное тебе пизды надо надавать. По любому поводу вообще. При любой возможности. Тут мобы лайтовые дамажат просто с одного раза. Вот, типа того, блядь. Сколько он мне крови, сука, выпил? Вот такая пизда. Бежишь вроде, дур двадцатник, хуяк. Просто моб какой-нибудь левый вообще. Из-под тишка, как правило, выскакивает. И тебя убивает, нахуй. И ты потом просто не сможешь никогда их достать. Души эти ссаные. Надо вообще-то мглу ссаную убрать. У меня какая-то место занимает. Дотянется? Бля, ну чуть-чуть же. Давай хоть душу заберем.
все ломая летит ко мне. Блядь, с каких пор такие вампиры-то жесткие стали? С тех самых, наверное, да? Яд можно и заклинанием вылечить. А кто на меня нападал? Вот эта гнида, да? Че она вернулась назад? О, пока она застряла. Вот там и тусуйся. Блять, мана кончилась. Сколько моей подачи осталось? Опять траваня. Где выход? Ну почти. Вот буквально на пару секунд и меня бы опять траванули. Бля, для чего они ёбнутые, а? Конец. Что какой-то геморрой был с этими призраками, которые исчезают вечно. Тихо, 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 тихо. Завали ты оттуда. Все, рассеялось давление. Хорош. Наконец-то. Все, теперь я спокоен, я отомстил. Кстати, пятнашку еще нарулил. Ну сейчас опять, естественно. Что там говоришь, рыцари, да? Я вон слышу то, что кто-то кастуется. А нет. Это очередной, блядь, вампир. Мышка. Который, блядь, ваншотит. Чё мне по головке, блядь? Какой-то 7-й, да, уже, по-моему, стрим. Сколько раз, блядь, эти вампиры не попадались, никогда они так не дамажили. А тут просто 2 удара сверху и все. Ебучий ты скрипучий, а. Пиздой, я не хочу больше с ними ковыряться. Это беготня ебанутая. Тудым-сюдым. Ткани там себе висят, тусуются, размножаются. Это их проблема. Я полез наверх. Я, главное, один раз это все дело помещение зачистил, я успокоился. Все, пошли они нахуй. 10 тысяч лет тут, что ли, пропадать. Тут крыса. Там стенка. Крысы не будет. Вот тут он, да? Нет тут никакой крысы. Я не знаю, может быть она где-то там на потолке. О, медальон. Бля, что с медальоном делать, я не помню. Они что-то мне говорили там. Я забыл. Надо было сразу так. Я же говорю то, что хочется отомстить за просранные 19 штук. Я отомстил, я успокоился. Ну обидно, пиздец. Лупишь мобов, просто какая-то гнида тебя ваншотает и все. И потом еще раз там же тебя ваншотает. Ты остался без душ. Причем такие ситуации вообще просто сплошь и рядом. Такое ощущение, то, что игра дичает, как только у тебя там, ну, чуть больше 10 душ косарей появляется.
быстрей. Хорош. Блин, а сколько их там, интересно? Очень дохуя призрачных всяких уродов. Что вот до этого маги появлялись, просто вот черт из табакерки, блин. Вот, типа того. Тут не было уже никого. Я тут 25 тысяч потерял. Я тут недавно 60 просрал. Вот просто из-за моба, который никогда не ваншотал. Главное, ты сюда забегаешь, вот так поднимаешься. Его нет. Он находится вот здесь. Его нет. Но как только ты идешь назад, он появляется. Вовремя не повернешься, он тебя просто как этим дилдаком своим проколет тебя и все. Нормально, башка. Здорово, Егорыч. И тут у нас ни хрена нет. Можно не прыгать. Кто-то появился. Сейчас, подожди. Я в курсе, что мне надо вниз. Вот сюда надо, я знаю. Сейчас мы тут побегаем, все зачистим. Что уже это место было официально прокачано. Ну, эти крысы летучие. А вот второе там получается помещение. Точнее, не помещение, а где ты начинаешь заходить в эту локацию. Блять, ну я аж там только что стоял. Разве эти утырки не должны возникать на том месте, где ты ходишь хотя бы? Пиздец. Вот еще бы немного, он бы добил. И потом беги заново. Со стимом облом получился, да? Да. Меня он сегодня, видишь, лишили меня попугайчика, чата, короче. Потому что это была стимовская программа. Теперь сообщения не озвучивают. И приходится во время игры отвлекаться на монитор, на второй. И вот этот, как Elden Ring, перестал работать в онлайне. Он теперь чисто так же, локалка. То есть, все печально. Я думаю, это еще не предел. Она хотя бы игры работает. Я тут посмотрел буквально парочку, но я сейчас только вот в Elden Ring ломаю. А посмотрел парочку. Пока Паш. Да? Никто там меня не дамажит. PhD. Ну да, это пока работает. Потом, как говорится, поживем, увидим. Но торрент в помощь, вот и все. Че, первый раз, что ли, замазал? Будем это. Называйте меня капитан Маргулис, ёпта, тогда, если что.
Ебало эти санкции, нахуй. Будем игрушки качать. Ну а так, я не знаю, заново Elden Ring мне впадлу проходить, если даже я его скачаю с торрента. Тупо влом. Потому что я уже тут 70 часов набегал. Мне охота еще раз этим заниматься. Тебе надо назад. Куда назад? Я просто не вижу, куда идти. Ну тут эти крысюки летают. А мне надо вот в ту точку. Вон туда. Подожди. Вот тут надо, да? Заходить. Ну точно. Я что-то на этот закуток вообще внимания не обратил. Жирненько. Поела, походу. Нихуя, наркотик. Второй. Красота. Обожаю этих зубастых уебанов. Я, во-первых, как правило, 2 раза шустрее тебя. Плюс шотают еще неплохо. Вот сейчас через щит сучка прокусила. А когда у нас здоровенные крысы слабыми-то были? Я мы на нее комету ёбнем, да и все. Надо ее сагрить, во-первых. Во-вторых, точнее даже не комету. Сейчас мы ее сагрим, перепрыгнем обратно, перепрыгну я обратно. Она же домой не пойдет. И тем самым мы ее захуярим. Не закуток, а подсобка. Каморка, что за актовым залом. Главное душу забрать. Жалко будет 20-ку терять. Пригодится, может, когда-нибудь хотя. Этих ребят тоже можно, в принципе, проигнорить. Пока они там себе появляются. Так, кто 2 крысы? Проигнорил. А почему их тут не видно? Может, темно, да? Крыса ебаная. Еще не сдохла. Вторая же была. Ну, ок. 5 рыцарей упал. Ну, если он, короче говоря, с половины поля, да, за мной шел целенаправленно, чтобы мне на это, на пиздюк. Блин, тут уже 2 крысы было. Рай вот тут прятал. Короче. Наверное, из-за санкций. Она согрелась. Где должна подойти сейчас? Рыцарь упал сначала, а потом на меня хуй забил, обратно поднялся. Одна была, мне значит показалось. Надо жирную сейчас сагрить. Смотрим на одну, вторая прилет. Да, заебись. Снизу травят обезьяны эти еще. Кто ты, сука, запрыгивает? А, не смотри, они запрыгивают. Да нормально. Отлично, подъем защиту.
Так тогда сейчас и большая запрыгнет. Наверное. По логике вещей. Ну, пойдем. Пуль делать. Блядь, еще отравили. Оп. Она упала вниз. А это что за крыса? А, нет, это дохлая. Короче, там и обезьяны эти летающие, еще крыса бегает. Да пусть бегает так. Надеюсь, второй такой нет. Ёло то, что эти пизденыши могут рвануть прям через этот, через забор. Где фонарь вообще? Как говорится, низги не видно. Печать Радагона от боли. Насколько мне должно быть больно, чтобы я Радана печать использовал? Что такое? Значительно повышает характеристики, увеличивает получаемый урон. Ну, ловку, короче, чуть-чуть. А, на 5 пунктов. Так-то. Жизнь добавляет. Талисманчик. Силу чуть-чуть. На 5. Ну, короче, стойкость. Тоже, да, на 5. Так-то неплохой, конечно, амулетик. Только мне не эти статы нужны. Если у меня ловкости будет на 5 пунктов больше вкачано, максимально быстро я не начну кастовать заклинания. То же самое я проверял этот посох, короче. Когда у меня талисман стоял просто только на плюс силы 5. То есть у меня сейчас сколько? 14. Вот у меня стало 19 силы. Сносит он также, одинаково. Кстати, меня тут травят вообще. Есть такой же, но он для мага. Ну вот мне такой, наверное, и нужен будет. Пока то, что предлагает у нас вот эта херня, ну, мне не эти статы поднимать. Прям какой-то сильной прибавки они мне не дадут. Так, ну и все, в принципе. Что тут в этом делать еще? Можно выходить спокойно. Мне в какой-нибудь медальончик, который мне магию регенил, было бы вообще самое то. Прям абсолютно в дырочку. Кстати, можно, в принципе, на дерево сходить. Давай только, наверное, вот в обход. Вот так. Заодно можно посмотреть, у нас драконы зареспавнились, нет? А нет, кстати, никого нет. То есть белого дракона валишь, остальные разбегаются. Все, тупик. Ну, пойдем к дереву. Как раз есть минут 20 еще. Посмотрим, что за сильный босс. Не успел. Надо было что-нибудь посильнее юзать. Насколько я понимаю, это у нас последний босс с деревом. Хотя... Куда вы беретесь? Причем так смотришь, короче, их особо не видно.
Потом хлоп, один, второй, третий, их уже 5 там, допустим, на тебя бежит. Ощущение, то, что они то ли на деревьях сидели, эти бригады, то ли прям за стволами стояли. Он уже страшно. Мне стопудово. Я вот сколько не гуглил, не могу найти какой-нибудь, типа, сет брони для мага какой-нибудь крутой. Ну, чтобы вообще, как бы, только конкретно для мага. То есть сеты для тяжелых рыцарей каких-нибудь. Просто для рыцарей там, ну и так далее. Но конкретно для мага что-то вот мне не встречалось. Сколько не гуглил этот вопрос. Ничего. Максимально вот колдунские шмотки показывают, где достать мудреца. И все. Это для мага в конце игры. А нахуй он нужен в конце игры, вот я что могу сказать. Ну какой смысл, правда, да? Вот серьезно какой-то шмот давать прямо в самом конце. Дайте вы его чуть пораньше, но в середине, короче. Чтобы хотя бы это. Ну просто, чтобы не так заебисто было. Все равно эти шмотки, понятное дело, они не спасают никак. Тебе все равно будут дрючить жопу, если ты не так прокачан или просто скиллом не вышел, типа того. Могли бы и пораньше подобные нужные вещи отдавать. Бля, они из земли вылезают. Нихуя. Мы только что присутствовали, блядь, они что там? Мы только что поприсутствовали при рождении моба. Он как лунтик вылупился из земли. Так, почему они по пизду пошли, задолбали на. Мы этих идиотов еще время тратим. Пассивно хилит хп. Да, я знаю, кстати. Ну, я видел его. Забыл, как называется, но я его видел. У меня пассивно хп хилит этот какой. Талисман, который на мне надет. Вот. Это дело хорошее. Я так понимаю, оттуда мы будем скакать. Давай очко ты, блядь, себя задамажь. Мне нужен манный реген. Вот я что хотел сказать. Вот там еще один дракон ходит, маленький. Погнали дерево посмотрим. Пиздуйте с этими мелкими тут позиция. А где само дерево? А, вон. Здорово, ёпта. Стой. Делень, как говорится. Давай, аля запас. Пока они с Олегом тут ебутся, я ему нашмаляю.
Ну, все, Олег отъехал. Блядь, ну. Взял коня, слез. Утырок. Зеленый посох над тем синим, который ты юзаешь, ускоряет каст. Его качать надо. Смысл юзать посохи, которые не прокачаны. А что точнее качать, это надо уже сразу же практически определяться, потому что ресурсов, как говорят, тут не очень-то много на прокачку. Я почти ушатал, кстати, этого сложного моба. Ну, моба, босс. Пизда ровно. Я решил рискнуть, короче. То есть напинать ему сначала, а потом сквозануть сквозь него и там руны подобрать и еще раз стрелять. Ну, уже похуй, в принципе. Уже, в принципе, без разницы. Давай, Олежа, класс. Вот так, блядь, он опять спрыгнул с коня. Ну какого хера, мужик? Это прям вообще дела плохие. О, красная гниль. Нет, я тут долго что-то копаюсь. С инвентарем и прочим дерьмом. А, нужно Олежу замочить. Он опять бился как лев. Валим. Чуть-чуть надо этого товарища потренить, но они бьются все одинаково. Вот эти вот деревья. Главное привыкнуть, короче, между чашками лавировать от него. А так он сшибается одинаково. Кстати, он ничем не сложнее, чем этот, ну, то есть он не жирнее, чем предыдущие деревья. И он даже еще магией бахнул, чтобы не отвлекаться. Давай, Олежа, пас. Не успел. Надо раньше проскакивать. От херово то, что метеориты долго кастуются. А комета много маны жрет. Хотя можно, в принципе, воровать кометы и его захерачить. Давай. Коника. Олежу. Всех позвал. Давай. Вот так вот. Я уехать не успел. Ну, пожалуй, мы следующий стрим, короче говоря, с этого товарища и начнем. Сначала это дерево запинать надо будет, а потом на Радана. Если я не ошибся в его названии. Он, сука, спрыгивает с лошади своей ссаной и все.
надо влево уходить от них. Нет, не влево. Надежда неплохо танкует так-то. Этот прыжок бы он мог бы сваншотить запросто вообще. Блядь, я кувшинец срано запнулся. Я вон туда, прям внутрь кувшина заехал. С этими деревьями, в чем сложность, когда ты бьешься, везде вот эти горшки разбитые. Босс их разбивает со временем. Но ты в них запинываешься просто вообще постоянно. Ты не хочешь на Олега-то посмотреть? Ясно. По-моему, с метеоритами было получше. Вон там еще из здания мобы подключились. Далеко отбегать нельзя от дерева. Поэтому они и стоят перед ним просто вот как грибы понатыканы. Ладно, давай последний раз я попробую и хорош. Вообще в идеале влево уйти. И чтобы он на Олега, короче, согрелся. Опять деревья, горшки, вся хуйня тут. Быстрей. Долго юзаешь заклинания свои. Да. Не, ну без базара. Можно завалить его, просто надо точнее действовать. Типа вот сейчас можно, последнее было заклинание не кастовать, надо было сваливать, но ошибки видны как бы. Ничего такого нету, таких деревьев полно, уже завалил, там уже это 5-е, по-моему. Да, вроде 5-е по счету. В принципе, бой у них везде одинаковый. Единственное, что горшки в разном положении стоят. Как-то так. Ничего, ничего, это все проходимо. Пока ничего, каких-то жестких препятствий не вижу. Так что будем лупить дерево на следующем стриме. А может быть на Радана сразу пойдем. Я его, может быть, вне стрима заковыряю. Все равно ничего такого тут нет. Это полубосс типа того. Мини-босс, как угодно. Ну, вот, типа того. Ладно, посмотрим. Как будет настроение, так и поступим. Все равно, в принципе, с этой локации дальше Радана мне никуда не двинуться. Его вот здесь надо вызывать, и потом здесь с ним удобно. Потом уже идти на север. А так остальное все пройдено. Так что вот осталось дерево и Радан. Ну, тут дракон, но не знаю. По-моему, нереально его как-то не очень прокачанным убить. Может быть, до 80-го надо мудрость вкачать и посох серьезный, чтобы прям наваливать этому дракону. Ну, не знаю. Все это, наверное, в будущем. Но всегда можно к этому дракону портануться, и я знаю, где он находится. Его не надо выискивать, там, 10 тысяч лет. Типа того. Ладно, ребят, спасибо за просмотр, за поддержку. Там, комменты, лайки. Все опционально.